Собаки. Ну кому могут не нравиться эти милые создания? Ну, например, мне. А вот Хорн этих зверушек просто обожает. От кончика шлема до самого трона черепов. Посмотрите, как ласково они раздирают на части эти бедных Друкхари. Но, к сожалению, одной милой внешности для войны маловато. Юниту нужно что-то еще. Скорость, урон, натиск. И в целом псы все это имеют, но назвать их полноценными воинами сложновато. Но они скорее трупоеды. Да есть остатки бегущих или покошмарить стрелков в тылу. Это их база. А вот бодаться с монстрами или элитной пехотой им уже не по зубам. Но разве мы здесь собрались, чтобы обсуждать слабости? Мы пришли жестко потеть во имя Хорна, а бог крови не знает ничего, кроме резни. Так что у нас нет выбора, только бежать вперед и рвать глотки. Беда в том, что при всей любви Хорна к псам, выбор у нас невелик. Во-первых, псы хаоса. Хиленькие, зато дешевые. Во-вторых, гончие плоти. Они куда сильнее и живучие, но есть нюанс. В отличие от обычных собак, эти ребята предпочитают гореть дотла, чем отступить на 100 метров и отдышаться. Это превращает восполнение армии в сущий кошмар от боя к бою. Ну и само собой, автобой. Он вообще не понимает, как играть таким хрупким и мобильным мясом. А значит, каждый, я повторюсь, каждый бой придется отыгрывать ручками. Без вариантов. Нашим лордом на этот заход будет Арбал, непобежденный, undefeated. Гляньте на него, он и сам восседает на гонче Хорна, так что своих побед он и даст. Но, чтобы псы не заскучали, я поставил себе запредельную задачу. Выполнить 15 великих испытаний Хорна и полностью уничтожить ближайших поклонников Сланеш, используя только собак. При этом Арбал не имеет права на поражение, иначе Хорн просто засмеет. Хватит глагольствовать, приступим же к кровавой жатве. Стартуем мы на тропе черепов, где нас с хлебом и солью встречают огры. Но перед тем, как пустить псов с поводка, нужно провернуть пару трюков. Во-первых, технологии. И тут нас ждет первый сюрприз. Технология на псов только одна. И та дает всего лишь копейки к атаке. Считай, играем в стоковом состоянии. И у самого Арбала бафов на гончих тоже нет. Мне это, конечно, очень радует. Остается уповать только на дары трона черепов. Уникальная механика демонов Хорна. Тратим черепа, получаем бонусы. Я выбрал призыв демонов на старте, лишнее мясо, пусть и призрачное, нам точно не помешает. Избавляемся от всех, кто не гавкает и не виляет хвостом, и вот мы готовы. Первый серьезный бой. 2 стака псов против толпы огров и гнаблеров. В теории несложно, на деле легких боев в этом челлендже не будет никогда. И да простит меня Хорн за эти слова, но какие же эти гончи прекрасны. Особенно под кровавым дождем на фоне красного тумана. Красотища. Жаль, конечно, что умрут они так же красиво. Единственная рабочая тактика на всю компанию — это адский контроль. Постоянно держим дистанцию, катим сильных врагов и работаем только по тем, кто уже дал дёру. Благо, Арбал парень крепкий, может и один постоять, пока собаки наматывают круги в ожидании свежего мяса. Первый бой вышел затяжным и душным, и самое смешное, что все последующие тоже будут такими же. Но мучения только начинаются. Нужно брать город, а там еще больше пузатых огров и моя полуживая армия. Походу, тут нам и конец. Тактика неизменна. Залетаем Арбалов в толпу, создаем резню и псами кружим рядом. Но так как все уже побиты, любая ошибка становится фатальной. Псы застревают в текстурах огров и начинают гореть. Обожаю демонов, никогда не подведут. Особенно в умении эффективно сдыхать. Короче, на соплях и лютом поту вырвал победу. Арбал почти при смерти. А это был всего лишь второй бой в компании. Чувствую, впереди нас ждет безудержное веселье. Армия на грани. Один отряд мертв, нанять новых негде. И самое ироничное, что лагерь огров стоит в 2 шагах. Они могли просто подойти, вынести меня вперед ногами, но мне везет. Пузаны предпочли вежливо подождать, пока я зализываю раны. Великодушно, однако. Набрав свежих псов хаоса, выдвигаемся на столицу. Заострять внимание на постройках не вижу смысла. У Хорна они все равно ни на что не влияют. Поэтому давайте сразу посмотрим, как я штурмую лагерь этих любителей мяска. Спойлер, все шло гладко, но под конец боя гончие опять застряли в пятке огра, загорелись и сгинули.
подтянули. Классный юнит, 10/10, лучше не скажешь. Нанимаю еще свежих псов и сходу штурмую столицу Карак-Дум. Бой прошел на удивление легко. Знаете почему? Да потому что обычные собаки хотя бы просто убегают, а не тупо сгорают заживо во славу Хорна. Разрушаю столицу под ноль и забираю все черепа себе. У Хорна есть крутая фишка. Его фракция может автоматически заселять соседние руины бесплатно. Правда, в этом прохождении мне на это глубоко плевать. Захватывать новые города я все равно не планирую. Все, что мне нужно для победы, я уже построил. Оставалось забрать последний город в провинции. Как вдруг на горизонте нарисовался Архаон. Этот парень на всех парах летел захватить мою столицу. Я, честно говоря, уже начал переживать, но в итоге пронесло. Город построился буквально последний ход. Да уж, было бы гениально потерять столицу вот так вот по-тупому. Возвращаемся к захвату провинции. Автобой предрекает нам пировую победу, потерю одного отряда собак. Как по мне, выгодный обмен. И вот наша первая и последняя провинция в руках. Дальше будет только тотальное разрушение. Это очевидно. А теперь давайте перейдем к главной цели кампании. Великим испытанием Хорна. Что это такое? Да все просто. Телепортируемся по карте к случайному лорду, побеждаем его и забираем награды. Звучит легко, да? Если бы я не играл на собаках, которые могут, примерно ничего, поэтому выбирать жертву приходится очень тщательно. И пока я думал, кому первому бросить вызов, я решил провернуть сделку века. Обменял свой обычный город на вассалитет с самим Архаоном. Боже, какая же механика обмена городов сломанная. Особенно, когда дело касается вассалов. В дальнейшем я частенько буду раздавать земли за верность, так что не удивляйтесь, куча союзников в моем списке. Не думал, что дети Хорна умеют в дипломатию. И, кстати, на релизе они реально не могли. Но времена меняются. Пока один мой лорд отправляется на юг, думаю, он найдет чем себя занять. Арбал наконец-то нашел себе достойную жирную цель. Первая абсолютная бойня. И против кого? Против наездников на птеродактилях. ТикТок еще пожалеет, что встал на пути Хорна. Прогноз: близкое поражение, и добрая половина армии врага парит в воздухе. Идеальные условия для собак, не правда ли? Но я верю в победу. А вот игра прямым текстом кричит, что у нас 0 шансов, но превратиться в отродье хаоса за трусость я боюсь гораздо больше. План был прост: вырезать все, что ходит по земле, чтобы заставить летунов спуститься. С каждой убегающей собакой вера игры в меня таяла на глазах, но отступать никто не собирался. В середине боя лорд Ящеров пал, но добрая половина его войска еще была в строю. Когда на поле почти не осталось моих псов, полоска силы окончательно покраснела, предвещая позорный финал. На 10-й минуте боя в небе осталось только птеродактили, выплевывающие последние снаряды в бедного Арбала. Я уже приготовился нажимать кнопку заново, и тут случилось это. Герой врага, видя перед собой едва живого израненного Хорнита, вдруг решает, что он слишком слаб, чтобы спускаться. 2 минуты он кружил в воздухе, имея полное здоровье и железную мораль. Ему нужно было просто приземлиться и один раз куснуть Арбала. Но вместо этого он решает сбежать. Что? Я до сих пор не понял, что это было. У него был триумф в кармане. Игра говорила, что я проиграю, а он просто развернулся и улетел за край карты. Неважно. Победителя не судят. Сотни трупов ящеров против моих почти небитых собак, потому что кто-то быстро убегает. Первое испытание пройдено. Тем временем мой второй лорд, чтобы не скучать, объявил войну Норске. У бедных воров против орды псов шансов не больше, чем у снежинки в аду. Так что комментировать там особо нечего. Разрушаем Карак-враг. Арбал добивает остатки хвостатых. Наконец-то открылся нам гончих плоти. И хотя бы автобой не так сильно ненавидит. А значит, я смогу хоть иногда давать своим ручкам отдохнуть от этого микроконтрольного ада. Нашим вторым испытанием стало древо лесных эльфов. Вот тут прям недалеко от нас. Автобой, как верный пессимист, прогнозирует нам тотальное поражение без шансов, но в целом иного расклада я и не ожидал. Но берем все в свои руки. На старте нас встречает лишь крошечный отряд врага. Основные силы эльфов застряли в подкреплении. И это просто отличная новость. Пока подмога не спеша плелась к полю боя, мои церберы уже успели разорвать на части местную фею. Пришло время поточить зубы о древесину. Едва первый отряд эльфийского подкрепления показался на горизонте, на него тут же бросились сотни голодных ртов. Говорят, мясо эльфов
очень сочная. Вот мы и проверим. Чтобы остроухи окончательно потеряли веру в себя, я решил зарезать их лорда первым же делом. Это заставило и так их полумертвую армию пуститься в бегство. А у самого края карты, как мы знаем, назад уже никто не возвращается. Но тут случилось кое-что неожиданное, даже для меня. Оказалось, что пока мы грызли первый отряд, мы буквально заблокировали вход для второй армии эльфу. Они просто не могли выйти на поле боя, пока мы стояли на их точке появления. Я решил проявить благородство и немного отойти, чтобы дать беднягам шанс. Враг тут же выскочил на карту, но не успело пройти и секунды, как они сразу же убежали. Просто вышли, увидели гору трупов своих сородичей и решили, что ну его нахер, вот это я понимаю, тотальное поражение. Но для кого? Да, автобой. О, кстати, мне тут даже ачивку дали про 1 к 10. Сколько лет играю Total War, никак получить ее не мог. Ну, это уже показатель. Ставьте лайк, если тоже не могли долго урвать эту ачивку. Возвращаясь к кампании, добить остатки лесных эльфов не составило труда, даже для компьютера. Итог: одна потерянная собака и полностью стертая с лица земли фракция эльфов. Идем уверенно, товарищи. И тут бац, я замечаю почти полумертвого Вольфрика. На карте сразу прыгаю туда, чтобы дожрать беднягу. Ведь тут даже автобой справится легко. Я решил особо времени не тратить и после уничтоженного поселения Норски рвануть сразу же бороться с ближайшими, а именно гномы хаоса на юге. Сеять разрушения по всему миру, что может быть прекрасней. Пока гномы рассыпаются под моими клыкастами, я заметил, что Арбал телепортировался рядом с нужной нам целью. Восторженные легионы забились в башне Храка и только ждут, пока я обрушу на их всю свою ярость. Но ничего, долго ждать их не заставлю. Осада без осадных юнитов — мое любимое занятие. И, кстати, заметьте, уже почти все ряды заполнены гончими плоти, потому что собаки кушают очень хорошо. И вам тоже. Приятного аппетита, кстати. Так вот, осада прошла максимально просто. Забежал Арбал и сломал ворота. А дальше вопрос за малым. Просто 15 минут пожирания отродья хаоса. Вот это контент, я понимаю. Короче, главный поклонник БДСМа был уничтожен, а значит, одна задача на кампанию выполнена. Надо еще 12 испытаний выполнить. Ну что же, не будем прохлаждаться. Мне нравится, что кому бы Арбал не кинул в войну из хаоса, они сразу соглашаются на мирный договор. Как будто боты знают, что я просто цели выполняю и решают мне не мешать особо, а я не против. Четвертую цель для испытания я таки не смог выбрать, поэтому решил напасть на Кислев, чтобы скоротать время. И да простит меня Хорн, какая же это была ошибка. Только я взял в осаду один из городов, на меня сразу же накинулись орды славян, более 3000 кислевитов. Лучше бы я на Архона напал. Ну что ж, близкое поражение, значит 5% на победу есть. Поначалу бой шел очень гладко, но когда вышло подкрепление сотнями лучников, я подумал, что это финалочка. Да и в целом и игра также считала, и когда на поле остался только один лорд и пару гонч, которые просто стояли и смотрели, я подумал, что это мне напоминает бой с ТикТоком, только тут уже Арбал в прайме, не куча кисливицкого мяса ни почем. Короче, 13 минут дикой резни и, как по мне, точно легкой победой. Ну да, я почти потерял все войско, но собаки не кровожады, легко восстановим. Но только я выдохнул, на меня сразу напали эти же недобитые, ё-моё, им что, в своих фортах не садится? Тут уже никаких проблем у меня не было, просто спустил Арбала с поводка, и он их разорвал на части. Ничего особого. Добиваю остальные города Катерины. После первой битвы нам бояться уже нечего. Ну что же, Кислев впал, надо бы уже вернуться к испытаниям. А нет, постойте, у нас тут какая-то заварушка и опять с деревьями. Ну что ж, посмотрим, на что способны эти сорняки. Ой. Кажется, мою войско перебили в ноль. Но перед смертью я успел вырезать всех лордов и превратить армию врага в опилки. Формально, это поражение в бою. Но на стратегической карте деревья оказались в кольце моих вассалов. Эта битва станет для их финальной. Да и какая разница, кто именно сдох на поле боя. Главное, что кровь льется под ножью трона во славу Хорна. И, наконец-то, продолжаем нашу охоту на бедолаг по карте. Заметил недобитую жертву, какой-то маленький отряд пиратов. Это задачка для непобежденного, ведь неважно, кого ты победил, ребенка или женщину, главное, что не проиграл. Плюс еще один копилочку. Долго тянуть резину не будем, найдем рыбку покрупнее. Теклис, один из лидеров высших эльфов. Ну что же, поможем ему побыстрее переродиться в другом мире божеством. Автобой, как всегда, предрекает поражение против
мага, невиданно для детей Хорна. На деле же бой прошел очень легко, почти без потерь для нас и полностью разодранный на части эльф. Как по мне, отличный бой получился. По убийству величайшего мага Ултуана, не смешите мои лапки, это просто позорище. Но расслабляться рано, на карте наметилась достойная резня и снова с ящерами. А вот это мне по нраву. Какими бы странными парнями не были эти хвостатые, для Арбала они всегда проблемы. Бороться против крупника нам нечем, а нашего непобедимого легко переезжает любой герой на динозавре. Мне даже пришлось позорно бегать от него по всей карте. В итоге только с помощью даров Хорна и дичайшей удачи я кое-как загрыз эту ящерицу. Вот это я понимаю, сила природы. Меня даже Кислив не так трепал, как эти хладнокровные. С ними легкой прогулки не бывает. Но ничего, мы к ним еще вернемся. А пока вижу недобитую Марахти. Вот это дело для настоящего мастера. Легко разрываю темную мамочку в клочья. Надеюсь, слышишь уже типа от одного моего имени. Ведь я только вошел во вкус. 8-е испытание я решил закрыть на своих любимцах, ящерах. И, конечно же, автобой предрекает нам тотальное унижение. Ну, а как иначе? Работаем по классике. Арбал летит прямиком на вражеского лорда и загрызает его за пару ударов. Казалось бы, победа в кармане. Псы уже кружат вокруг, ожидая финального приказа на десерт. Но эти первобытные гады даже без лидера стоят насмерть. Какая-то невиданная стойкость. Такое ощущение, будто их в школе задирало, и теперь они решили всплеснуть всю свою обиду разом на меня. Невиданная ярость у этих рапторов. За это я их и уважаю. Когда-нибудь я до их обязательно доберусь в отдельном прохождении. 8 испытаний позади, экватор пройден, и после такой серии мясорубок пора вернуться в родную провинцию и подлечиться. Для 43-го хода мое войско выглядит, мягко говоря, потрепанным. Пока шел добор свежего мяса, я решил не терять время и наконец-то забрать свой топор разрушителя. В квестовой битве мне предстояло сразиться с нежитью, но по факту пришлось сражаться с 5 кадрами в секунду. Походу, мои моды дали тотальный сбой. И предчувствую, это далеко не последний раз, когда мое железо будет молить о пощаде. Но цель достигнута. Легендарное оружие в руках, а значит, можно уверенно добивать оставшихся лордов. Но я возвращался домой не просто так. Встречайте, к нам явился старший брат всех собак, сам Каранак. С таким подкреплением мы только начинаем рвать и метать. Начнем нашу финальную охоту с разминки. Маленький отряд Бретони затерялся в пустыне. Идеальный легкий ветерок перед настоящей бурей. Скармливаем их автобою и двигаемся дальше. А вот тут у нас уже мальчик взрослее. Малekith. Его мамочку я уже пригрел, а теперь настала очередь сынишки. Тут бы и автобой справился, но терять породистых собачек не хочется, так что будем рвать своими руками. Бой прошел супер легко, если не считать того, что FPS снова упал до десятки. Походу, кровавый туман и снег вообще не в курсе, что такое оптимизация процесса. Но мы так разогнали Арбала и псов, что нам даже 0 кадров в секунду не помеха. Смотрю я вот на древо способностей Каранака и понимаю, ну какая же он имба. Жаль, что этот хороший мальчик пришел так поздно. С ним душить ящера было бы в разы проще, но грех жаловаться, мы и так всех прорвали. Впереди последние 5 битв, не тормозим. Очередной бой против динозавра, но с Каранаком в составе это первая победа даже без автобоя, хоть компьютер выдал ее в лютом поту. Затем под раздачу попали какие-то ребята, косящие под империю, войско, возмездие, император. Я ничего не понял и понимать не хочу. Череп есть череп. Под конец испытания я решил накинуться на самого злостного противника всей компании. И нет, это не дичало. Это почти нулевой FPS на этой локации. Кровавый дождь явно играет не на мою команду. Следом под клыки попала фракция гномов, которая называется просто гномы. Я сначала думал, да мне показалось. Господи, эти моды на новые фракции это нечто. Ну гномы да гномы, в желудках моих псов все равны. И наконец финальный 15-й бой по иронии судьбы снова с ящерами, но, как мы помним, с Каранаком автобой уже не капризничает. Поэтому я не стал мучить себя слайд-шоу в 5 FPS и позволил компьютеру закончить эту кровавую жатву за меня. 15 великих, ну и не очень, испытаний Хорна завершены. Восторженные легионы давно мертвы, а более 30 поселений лежат в руинах. Я считаю, для компании чисто на псах это отличный результат. Хорн точно будет мной гордиться, а еще больше он будет гордиться гончими, которые сопровождали меня весь этот челлендж. Мне эта 10-часовая кампания очень понравилась, надеюсь, вам тоже. В ближайшее время ждите тир-лист на демонов Хорна, ведь туда наши красавцы точно попадут. На этом я с вами прощаюсь, и пусть ваши собачки никогда не голодают. Удачи!